Всем привет! С вами Аркадий Пекунов и Анастасия Петровская. Сегодня у нас в гостях человек, без которого просто немыслима история русского саксофона. Мама отечественного саксофона, народная артистка России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Маргарита Константиновна Шапошникова. Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте всем. Очень рада быть вместе с вами. Нам очень приятно, что вы сегодня пришли к нам. Для нас это большая честь. Я надеюсь, что наша беседа будет теплой и продуктивной. Маргарита Константиновна, в вашей биографии есть два таких заметных, достаточно крупных препятствия. Во-первых, сам по себе, я поясню, что имею в виду, сам по себе саксофон в Советском Союзе инструмент, который воспринимался практически как измена родине. Все-таки сейчас абсолютно. мы именно так понимаем. И второе существенное препятствие, которое, как мне кажется, существует и в наши дни, это женщины-исполнительницы. Достаточно трудно среди мужчин-артистов прорваться женщине. Каково вам было в самом начале пути и что изменилось сейчас? Ой, какой вопрос замечательный. Наша жизнь борьба. Что без борьбы-то разве интересно жить? И, честно говоря, я иногда думаю, да за что ты меня на саксофон-то бросила? Жила я прекрасно в кларнетовом периоде, не хуже других, так, скромно говоря, даже лучше. Вот. И вдруг вот саксофон. Я скажу образно, саксофон – это мой кормилец. А кларнет – это моя академия. Вы даже в некоторых интервью называли кларнет вашим институтом. Да, академия моя. Дело в том, что, конечно, на саксофонах тогда не учили. А саксофон, мы знаем, как к нему относились. Я не буду повторяться, эти, так сказать, выдержки знаменитые про джаз, про врагов народа, куда отнесли, значит, и вместе с саксофоном, и исполнителей. Вот, и я не буду об этом говорить, это уже смешно. Но кларнет, конечно, был как бы прапрародителем кларнет именно. На кларнетах учили, а на саксофонах не учили. Вот. Поэтому всю школу духовую и академическо-кларнетовую я прошла на кларнете. Это и музыкальная школа в Саратове, потом училище в Саратове, потом поступила в институт имени Гнесина в класс Александра Леонидовича Штарка. Потом посмертно я перешла в класс Мозгаренко. Вообще у меня учителя были потрясающие совершенно. Первый учитель – это Александров. Это был сын, так сказать, тоже корифея, кларнетиста, который основал школу в Саратове, то есть волжанин, понимаете? Помню, старичок такой мудрый, красивый такой. А я вечно играла. Все время себя наказывала. Вдруг я не доиграла 1 час. На следующий день я играю свои положенные, занимаюсь, и плюс 2 часа. Но выходило так, что я не доигрывала 2 часа вместо 4 домашних. И я, значит, на следующий день я играла свои положенные 4 плюс, как я себя наказывала? 2 часа. Нет. 4 часа. 4, чтобы неповадно было. То есть суммированно это было 8 часов. Это было 8 часов, это было тяжело. И я, когда шла и сама с собой разговаривала, под мышкой кларнетик, это уже было поздним вечером. Тебе тяжело, говорила я, Рита. Сама к себе обращаюсь, потому что в гордом одиночестве никто так не занимался. Но зато неповадно. Вот такие были моменты. И, конечно, это трудно для девочки после войны, военный период, после войны, это где-то были, я с 40-го года, а это я начала с 13 лет, заниматься. Понимаете, на духовом инструменте, да. 53-й год. Да, с 53-го года вот начала.
А начала тоже очень сложно. Ну, не то, что сложно, интересно. Потому что у меня папа погиб, сгорел в танке. Но он был, оказывается, потом мама выяснила, что он был музыкантом. И, вот, и хорошим музыкантом. В театре Чернышевского, в знаменитом театре в Саратове работал. И, значит, у меня, видимо, гены. Я все время занималась самодеятельностью, любила петь, и сейчас люблю петь. Вот, и своих учеников иногда провоцирую на то, что... Кстати, вот мои ученики, я говорю, ты что-нибудь пел? Никогда в жизни не пел ничего. А как же ты можешь играть, если ты ни одной песни не можешь извлечь, ничего? Но я им заказываю, чтобы на следующий день там какую-то очень простенькую мелодию сыграла от разных звуков. И вы поверьте, это самое сложное для них. А я, например, играла в ресторанах, да? Играла в цирках различных, играла в кафе, играла в кинотеатрах. То есть нет ну, конечно, и в таких, и в больших оркестрах, и малых, и мужских, и женских, и т.д. и т.п. И популярная музыка здесь, и ретро, и ну все, что хотите, и джазовая. Поэтому я как будто я готовилась к саксофону. Ведь саксофон такой многозначительный, широкий инструмент, что он может в любом жанре быть первым. Я уж не говорю там джаз, но это само собой. Но вы посмотрите, что делается у нас сейчас в академической музыке. Как молодежь стремится, как люди, которые к музыке, им уже надоели, может быть, даже такие тембры, уже присытившие и флейты, и кларнеты, даже, может быть, я имею в виду средний уровень любителей музыки, а не самый высокий пилотаж. Потому что саксофон, ну, да, демократический инструмент, понимаете? Я вот когда я пришла девочкой, 14-15 лет надо было уже работать, голод процветал в Саратове, понимаете, надо было работать и так далее, и так далее. Я говорю, ты на кларнете, ну-ка сыграй, я ему то, все. Ну, годится. Сидят мужчины, все это вот джаз там играют, а мне надо зарабатывать деньги. А потом, ну, а ты на саксофоне умеешь? Я говорю, на саксофоне. Вот, даем тебе 10 рублей, вот ты будешь получать, работать будет 10 рублей. Ну, по тем временам это другие деньги. Но все равно это, ну, скажу вам, это где-то 5% от зарплаты. 10 рублей. И я вот играла. Но зато в то время, когда был перерыв, если в кинотеатрах, да, я в это время шла вниз и осваивала. Понимаете? То есть саксофон, я делаю вывод, что саксофон, дорогие мои, он дал нам жизнь, многим духовикам. Он в те годы послевоенные, он дал возможность проживания. Еще вот есть история, что был какой-то большой концерт в зале Академии, ну, института в то время. И после него уже зал был весь забит, да. Полный аншлаг. Абсолютно. И после этого уже открывается класс, что это действительно необходимость, вот. Что спрос уже стоит остро. Да, потому что, ну, созрел вопрос. И здесь вдруг Маргарита, понимаете, встряла. Вот, и Иван Федорович еще встрял. Вот в чем дело, понимаете? Ведь почему у нас вот этот концерт-то был, там играл Осичук. Это ваш первый? Да, это мой первый. Воронцов. Потом Васильев тоже, ну, Воронцов, вы знаете, профессор, да, Юра, мне Юра. Это для вас. Вот, и Васильев Виктор Максимович, вот 3 играл, и я. Ну, в основном играл, конечно, Осичук, потому что у него такая техника. Он у меня проходил школу по кларнету, потому что он когда поступал, он решил не к Мозговенко идти, не тому, ни к другому, а именно к Шапошниковой. Девчонка я, ну и практически молоденькая, только что закончила. Я его спросила, что ты ко мне-то поступил? Ну, потом уже, когда мы стали работать вместе, что ты ко мне поступил? На кларнет. Понимаете, это очень... Ну,
ну, он же такой прямой, говорит, я у этих, ну, типа стариков, зачем мне там, я знаю кому. Он долго выбирал, слушал, я везде играла, ему звук, техника, все, это все звучало. Он меня выбрал, он меня выбрал, не я его, а он меня выбрал. Но потом, когда мы дали вот этот вот концерт, а этот концерт, вы понимаете, почему я его дала? Потому что у меня вот были вот Осичук, вот эти вот трое, и еще в училище, нет, еще не было, только в училище. Так еще не было открытых Да, классов. только в училище было, в училище. А я думаю, ну надо же продвигать-то. И я обращаюсь к одному профессору. Ну, Все давайте. сомневаются. Да, а был-то, вот не хочу говорить, но вы его знаете, очень знатный у нас в академии, знатный профессор, он умер. И и отношения были хорошо. Я к нему вот подошла, вот как к тебе говорю, ну вот саксофон открыть. Он мне сказал, Маргарита Константиновна, ну зачем сапожнику университеты? Кто это был? Ага, История. история, вот В да. истории все равны. Это был профессор, связанный, маститый профессор, связанный с музыкой. Я скажу, дирижер он был. И вот такие вот речи оскорбительные, я бы сейчас просто был, понимаете? А тогда, ну я даже не хочу повторять, это просто унизительно. Зачем сапожнику университеты? И ушел. Какие-то Но годы тем не были менее. примерно? Ну, это годы, я тебе говорю, 70-е. Вот это 70-е было годы. до открытия. До открытия. И если говорить о, так сказать, барьерах, которые... Они и сейчас есть. Я всю жизнь в барьере. Но зато эти барьеры меня так отточили, что я им хочу сказать спасибо, этим барьерам, понимаете? Ну да, кем бы мы были без трудностей. Интересен именно вопрос, связанный с тем, что мы понимаем, что, например, ехать на Ямал, откуда, например, я родом, да, там нету пока ничего, там нет преподавателей саксофона, и понятно, что нужно возрастать, к чему нужно стремиться этим людям на Ямале, на севере и так далее. Но у нас сейчас мы имеем определенные тенденции, мы знаем, как должен звучать саксофон, мы знаем, мы равняемся на вас, равняемся на других саксофонистов и так далее. И к чему следует стремиться непосредственно нам уже? Вот смотрите, в чем дело. Вот в мире, вот я издалека начну, мир сейчас, асаксофонизован. Вот знаете, вот как компьютерная сеть, вот саксофон, Он везде. очень, Да. я имею даже академическое направление больше, потому что дети любят саксофон. А самое главное, что родителям нравится этот инструмент. И здесь академический саксофон для привития вкуса, ля-ля-ля-ля, киселя, все это просто необходимо. Значит, у нас потребность очень широкая и глубокая в этом инструменте. Почему? Потому что это голос можно подать. Не все же будут петь, как вот. Можно петь и на инструменте, да? Вот. Значит, потребность есть. Но, значит, надо что? Надо первое – это быть личностью. Вот, понимаете? Да. Вот На первом месте стоит. Абсолютно. Вот он, вот. Это. Что Букет для вас цветов личность? Что для это вас личность, вот он. У него много и лепестков, и много цветов. Он из каждого все это может создавать свои икебаны, воспитывать, себя воспитывать, других, много знать. Пользоваться современными способами познания, уметь преломлять вот изучаемый материал даже в учебном, так сказать, плане, преломлять в своей деятельности, понимаете? Возбуждать это отношение. То есть любить, надо полюбить этот инструмент как самого себя, даже больше, потому что он дает своеобразие личности. Вот если сказать, Шапшик, кто он такой? Ну, бабка. А как взять саксофон? А как поговорить на эту тему? Извините. И пошла в разные стороны, понимаете? То есть надо быть наполненным.
И в то же время интересно людям. Если вы интересны людям, значит, это пойдет. Но Значит, люди это подтянутся. первое, вы интересны людям. А второе, надо уметь сделать двойную или тройную даже доминанту, которая способствовала бы с этой личности проявиться. И вот здесь саксофонизация идет, вот, в которой немножечко, не немножко, а как следует плавает этим, не занимается, вот не занимается этим, не занимается музыкой как воплощение через дыхание. Это первое, что личность. Личность. Личность и передатчик. Вот он должен саксофоновой личностью быть. Не в смысле, он должен широким, но идти через узкое горлышко саксофона. Это раз. И два, надо развивать форматы общения через саксофон. Знаете, играем, соло, днем, квартеты, видите, оркестр, срочно оркестр надо создавать. Во всех мирах, ну, возьмите прогрессивное, Япония, там, даже в Китае у них там в Гиннесса вошел 3000. В Китае это возможно. В Китае 3000 саксофонистов вышли на площадь. И что-то играл. Фальшиво, да, но они уже... А это армия. И почему сейчас такой поток? Ну, это тоже целая глава. Да. Вот. И вот надо... И вот я здесь сразу цепляю проблему. Вот смотрите, какие у нас талантливые есть. Ну назовем Колесова, назовем Никиту, назовем Зимина, конечно, назовем еще многих. И я тоже не в последних, да? И Конечно, ты. конечно. Ну, объединяйтесь. Чего вы разрушите? Жизнь одна жизнь. Если вы любите саксофон, если вы любите себя, если вы личность и понимаете, как эту личность через музыку подать и быть интересным для людей, интересным, иначе мы никому не нужны, если мы не интересны. А так вот и один играет то, другой играет. Оркестр нужен, оркестр. И это мы можем. Но если мы объединим Зимин, Колесов, Шапошникова, все объединяем, пишем. А как же я? Одна девчоночка, то все, 5-10. Здесь не получается-то. Вы это не добиваетесь новых форматов. Надо объединяться, объединять усилия. Вот я вам сказал. Хорошо. Вот Тогда следующий вопрос. Вообще, когда-нибудь к вам приходили ученики, не способные к музыке? Вот они пришли к вам учиться, и они не могут играть на саксофоне. Было ли такое, или вообще существуют ли такие люди, которые не способны к музыке? Ну, конечно, существует. В той или иной степени преодоление в каждом человеке. Вообще, каждый человек загадка. Мой профессор Иван Пантелеевич Мозговенко, я ему вот говорю, тогда еще, когда на заре, вот я стараюсь, а к вам придет тот же самый. А я всегда ходила к нему. Первые 10 лет. И потом, и сейчас. Я ходила. Разве кто-нибудь соизволит из окрыленных прийти? Нет. Я говорю, почему вот так? Мне просто интересно, понимаете? А он говорит, Маргарита. Он говорит, ничего. А он подойдет к нему. И я не знаю, что он сказал. А ученик по-другому играет. То есть, понимаете, что такое? Что такое дирижер? Дирижер, от него идет аура. Также от учителя. Учитель тот же дирижер. Дирижер твоей души. Правильно? Конечно. И ты должен быть дирижером своей музыки, своего инструмента, знать, что чем делается, и тогда это будет и поехала. Вот и такой Иван Пантелеич. Иван Пантелеич еще говорю, я говорю, Иван Пантелеич, вот я стараюсь, и все равно никак не могу вот так же, как вот вы одним по мановению сделать рывок, вот делает рывок парень, вот что там сказал, я не знаю. Он говорит, я же расту, я говорю, как? Стараюсь. Когда же я вас догоню? Я его спрашиваю, Ивана Пантелеича. А он говорит, а я ведь тоже расту, скромно, сказал. А ему сколько лет? И он тоже растет.
А тут вот он слышал вот вас, кого-то из моих. И они, конечно, выделяются, ребята, те, которые у меня в классе проходят уже. Ну, первый курс еще ничего не соображает, второй начинает что-то просыпаться, третий курс чуть-чуть, и четвертый курс надо же заканчивать, уже начинаешь на себя. Вот, я, понимаете, что-то хотел сказать. По поводу того, были ли у вас ученики абсолютно неспособные к саксофону. Да. Каждый ученик – это загадка. Вот он мне сказал, Маргарита, всегда вот ученики играют. Если ты будешь, вот всегда только учитель виноват. Вот так надо себя. Вот хорошо играть – это значит способный. Все, это скромно. А если он играет плохо, думай, что ты где-то не мог вот эту лазейку найти, где можно войти, через какое русло. Бывают. Но что я делаю в этом случае? Вот что я делаю в этом случае? Не только в этом случае. Я ищу, не ищу, а для меня это понятно, сразу это самую сильную сторону. Самую сильную сторону. Где мама с папой постарались, и уже у тебя получается само. Вот я знаю, что у тебя сильная сторона. Только хотел спросить. Вот знаю. Да. Скажите мне интересно, какая у меня самая сильная сторона? Какая самая сильная? Это ты любишь музыку. Вот твоя сила, понимаешь? Вот это твоя сила. И ты любишь, себя очень хорошо любишь, но для других, но себя. Это очень важно. А другой придет, вот, он не знает, что такое любовь, что такое это. И вот начинаешь его копать. Но что-то есть в нем, что-то есть. Вот у меня, например, вот, возьмем Колесов и Зимин. Тоже пришли, конь не валялся, и тот, и другой. Что там говорить? Ну, способны, тебе понятно, игривые. Для меня важно. Игривый. Что значит игривый? Он хочет играть. Вот и игривый. Вот это сильная сторона. Вот он, вы знаете, даже малыши вот маленькие, вот их можно, один вошел на концерте, ну он боится, он стесняется, он такой. Или надо развивать это, а другой вошел, ну вышел на сцену. И сразу артист, да. Он хочет выразить, значит, он преодолеет. Значит, ему есть что-то, какой-то эмоциональный заряд, понимаешь? Вот что надо, вот это очень важно. И вот если вот возьмем этих двух товарищей, вот кто для меня Коля? Это поэт, это Есенин. И мы слышим, как он мелодии играет, даже ту же технику, она у него вся вот такая. А кто такой вот Зимин? Для меня. Сейчас он другим стал, ну, улучшает и так далее. Ну, вот когда был, для меня конь вороной. Бьет копытами вперед. Все. Прекрасно. Прекрасная техника здесь, все. И я вот это я беру в основном на основу своих общений, да, и прибавляю остальные. Понимаете? То, что начинаете растить артиста. Да, я начинаю. И вот исходя из этого, да. ну, вот мы сегодня затронули тему борьбы постоянной. То есть артист должен быть готов ко всему. То есть любой форс-мажор на любом этапе подготовки к выступлению, во время выступления, да даже после выступления нужно уметь, ну скажем, как сейчас популярно, держать удар. И вот мне интересно, чтобы воспитать артиста, преподавателю нужно его ограничивать, как-то тоталитарно себя вести или наоборот дать свободу? Вот смотрите, вот здесь всегда хоть два элемента, но надо сказать. Первый элемент, вот с точки зрения диктата. Да, и педагог, и дирижер, это диктаторы. Да, у него есть энергия, он формирует. И вот он пришел. Да, ему хочется вот так вот. Тут у меня первый курсник сейчас пришел. Талантливый. И я даже могу сказать фамилию. Я ничего не боюсь. Личности не боюсь. Вот. Ну, если спросите, талантливый, шустрый, игривый.
но он не мой, вы понимаете? Он не мой. Не мой, не в смысле разговаривать, то есть он не принадлежит мне. Не прикипел еще. Да, не прикипел, у меня с ним нет, вот, понимаете? Вот здесь сложно. Вот ты такой, да? Вот здесь сложно. Вот у него личность. Ему объясняешь, а ему неинтересно. Понимаете? И вот здесь думаешь, как же ему сказать, что вот самые простые вещи, которые он не получил, но которые являются как бы Основополагающими. мимо прошел их, чтобы ты заметил и сделал в путь в свой духовой, влил. Вот это сложно. Но здесь я говорю, вот как я говорю. Ты пришел ко мне, не октябрь, ты пришел ко мне в класс, да? Пришел ко мне. Ты не к другому пришел? Да. Я говорю, значит, первое, ты должен, раз ты ко мне пришел, сделать так, что я говорю. И вот только тогда, когда ты хоть один раз сделаешь, и я тебе, и ты с пониманием это сделаешь, тонкие моменты, то я тебе скажу, вот это ты уже в этом пути находишься, но вот ты сделай, позанимайся так, а потом подумай, нужно тебе или не нужно. Если не нужно, можешь плюнуть и отвергнуть. Вот здесь я разрешаю быть самим собой, но поначалу обязательно. Ну а как? А как? У нас сейчас достаточно демократичное время, и люди довольно инфантильны, чувствительны, и кого-то это может достаточно сильно задеть. И вот не стоит ли нам корректировать уже начать? Не боитесь ли вы сломать человека, который пришел? Да, вот у меня такие были. Он способный, вы его прекрасно знаете, способный, талантливый парень. Но не понимал меня и не хотел понимать. Но если ты не хочешь, ну иди в другой. Я часто говорю это. Почему мне кажется, что это многие ученики так? Нет, они приходят с удовольствием. А потом я уже говорю, слушай, ты как пришел, дорогой мой, так и дверь не закрывается. Вот ты пришел, тебе, пожалуйста, ты хозяин своей судьбы. Я отношусь с уважением, но почему? Ну не срослось, бывает, понимаете? Ну да, действительно, вот люди этот могут не мальчик, вот сойтись. этот сейчас он прекрасный, все, да, замечательный, и растет, и все. Он тоже с удовольствием поступил ко мне. Потом я ему так, я ему сяк, на это, здесь на какой-то мозолик наступаю, чтобы он как не тряс там чубом, ничего делал. Я его ставлю в какие-то такие рамки, ну, я бы сказала, такие, ну, вы знаете, вот Дакшица, для меня это вот, он как красавец стоял. И он не играл, он парил, понимаете, с инструментом. Не обижайтесь, пожалуйста, но это отражается на других учениках. Вот стоит и прекрасный дуэт, все. И тот играет, и это хорошо, прекрасно играет. Но играет мастер, артист. Он стоит интеллигентно, никуда, не туда, немножко. И рядом стоит, прекрасно играет. И вот качает. Чего ты качаешься? Ведь тебя не только видят, не только слышат, но тебя видят. Игра, я еще раз говорю, ну это все говорят, эти выдающиеся и Мишай там и так далее. Играет тело, играет, это называется тактильная взаимосвязь с тросточкой. Понимаете? Все это вот так вот, очень тонко. Если вы хотите быть художником-то. Художник кто? У которого палитра, у которого красок много. То есть штрихи, там нюансы бесконечные. Ни один звук не застревает в мертвом формате. Ни один звук. Все живет, все льется ручеек, и вот туда. И тогда от этого исполнения невозможно отключиться. Тогда вы нужны людям. Им интересно, что же происходит между инструментом и тобой. Вот что интересно. А ты начинаешь вот это вот крутить. Да, это может быть трудно. Я сама тоже самое, меня никто. Я тоже люблю вот это. Но нет. Нужно себя сдерживать все-таки. Ну, я себя... Ну, вот надо перенести это в культурный формат общения. Ты общаешься.
ты общаешься. Есть тело, которое движется, и есть тело, которое принадлежит людям. Тело твое, внешне, принадлежит людям. Вот стоит один, играет так, другой, вот, и вот качает, и вот раскачивается. Вот в этом смысле мне нравится Ковалев. Валентин. Валя Валентин. Ковалев. Строго, но по делу, все. Понимаете, это очень имеет значение. Что ты еще спрашивал? Достаточно еще вопросов, но я думаю, Ну, что давай. перейдем к следующему уже вопросу. Ну, давай. Вопрос, связанный уже непосредственно с характером. Вы знаете, многие музыканты, которые добились такого же уровня, как вы гастролировали по всему Советскому Союзу, и за границей вы гастролировали. Было. Да. Многие музыканты, которые добиваются такого уровня, доходят, у них начинается, как бы, начнем, так в кавычки внесем, звездная болезнь. Вы переживали это? Нет, никогда. Не-а. Никогда. Я считаю за счастье учиться. Для меня, вот каждый ученик, вот я сейчас у тебя учусь, я беру от тебя, понимаешь? Даю и беру, Лестно. даю и беру. А как же? У тебя есть свое своеобразие. Не один ученик, все разные, все разные, понимаете? Вот он слушает, смотрите, как красиво слушает. Для меня это тоже очень важно. Тоже флюиды, вот тоже. Понимаете, это очень важно. Я когда выхожу на сцену, выходила на сцену. Для меня, у меня публика разношерстная. Я всегда оглядывала, кто чего. Здесь у меня блок детский. Ножками трясут, там все такое. Здесь у меня там взрослые любители музыки. Там где-то у меня любовью занимается, да, покуривает, разные. И я руковожу этим. Не так, что, эй, ты, никогда не скажу. Звездная болезнь. Бывает, конечно, это в отдельных случаях может быть. Например, Что вы делали, когда вы замечали вот это в юности, отдельных например, мне вот понравился один, молодой человек, да, в юности. И он никакого внимания не обращает. Я использовала вот этот момент. Вот этот момент я использовала. Я одевала красивые платья, да? И да, мы хотим выглядеть. Да, выглядеть. Я что-то подбирала, что я ему сыграю. Он сидит там 100, там 200 человек. И я вот, извините, вот так вот. Да, и взгляд. Да, можно но томно взгляда бросить. не было. Вас надо Но оставить. уже даже то, что я беру, извините, в рот саксофона, а тогда женщин мало, это тоже да, это же рождало эффектно. интерес. И вот я смотрю, он сидит и как-то вот, понимаете, а потом у него рождается интерес. То есть я использовала вот эти вот какие-то... То есть все-таки было удобно, чтобы Нет, женщина-саксофонист. это на грани совершенно незаметного. А так звездная болезнь, не знаю, что звездная. Я все время работаю. Даже когда я отдыхаю, у меня само работает. Что дать кому-то, какую, чего, как. И я всегда говорю, вот особенно в специальности, да везде, правду. Вот я говорю правду, а он стоит и вот так вот. Мою правду. Вот еще здесь дело-то в чем. Что это правда моя. Но вы не только сами работали, вы еще вдохновляли других людей, скажем, прямо композиторов, сочинять конечно, оригинальную безусловно, литературу безусловно, для безусловно, саксофона. Да. И вот особенно, в общем, мне стало интересно. Другие люди пишут для саксофона. Вы сами делали транскрипции, переложения. Да. Вы пробовали писать для саксофона музыку? Вы знаете, вот я как-то вот не люблю залезать в чужие гнезда. Это не мое. Но вы пробовали. Я духовно, я, может быть, вот где-то, если композитор рядом со мной, я говорю, вот надо туда пойти, вот надо то. Почему? Да потому что вот саксофон, здесь такой какой-то вот элемент, вот такой вот прием. Вот ты можешь вот здесь тремол написать, а здесь там что-то. Вот ты можешь вот здесь вот развить. Конечно, я работала, вот, например, вот возьмем Готлиба, Готлиб-концерт, да? Вот Готлиб-концерт. Это уже хрестоматийная, да, пьеса. Я-то его, как я его, так сказать, сподвигла, Готлиба-то. Открыли класс саксофон, надо было дать концерт вот после Ландейкса. Для чего? Для того, чтобы Минин пришел, наш ректор. Вот.
И концерт, но и концерт есть, все играют. Вот Осейчук, помните, да, все это. Вот, и я, значит, смотрю, ИБР есть, там Мио, а русского нет ничего. Нет русского композитора. Я, значит, думаю, что надо заказать кому-то, кого-то сподвигнуть. Именно к концерту. Да, вот к этому концерту первого. Ну, Глазунов был уже к тому времени. Ну, Глазунов, Но это он тоже же с такой хрестоматия. бородой уже его не хочется играть, понимаете? И сейчас его дети играют. Просто, что они... Вопрос не в том, что играть Глазунова, а что ты вкладываешь в это Глазунова. Как ты, так сказать, рисуешь, какой кистью рисуешь то, что там вложено. Вот в чем вопрос, а не в том, что там играть-то нечего-то, в принципе. И вот, значит, я Готлиб Михаил, вот был такой дуэт у нас, Михаил Давыдович, не Михаил, Адольф Давыдович, это зав кафедры камерного ансамбля, пианист. И его брат Михаил, значит, Адольф и Михаил. Вот, и я не знала, я к Адольфу-то зашла в класс, я у него была по камерному ансамблю в свое время. А здесь я уже преподаю, надо что-то делать с саксофоном. И я говорю, вот тот-то вот есть саксофон, вот тот мне нужен, вот концерт. А он говорит, ладно, обратитесь к моему брату Михаила. Я, значит, звоню ему, он дал телефон. Вот, я звоню. Михаил, не знаю его, ничего. Ну, это как всегда, мы просто И я приходим, ему да. говорю, напишите вот концерт. Да что вы, какой концерт? Зачем? Я не знаю ничего. Я говорю, напишите, что хотите. Вот что хотите. И он написал такой симпатичный концерт Готлиба. Все вы играли, вся Россия его играла и играет. Сейчас детишки играют. Вот. И он, да я не буду, проходит время, концерт надвигается. И он мне звонит. Маргарита, написал. И вот я пришла к нему. И вот он написал, вот это первая тема в финале. Соль мажорная так. Такой веселый такой, брызги шампанского такой. А он написал вот этот пассаж не так, как написано. Сейчас многие знают этот концерт. А написал тарара-тара. Ну, как пианист пишет, он пианист. Ну да, И он вот пишет вот из-под пальцев. Тарара-та. Не вот так, да-да-да-да-да. Понимаете? И я ему всю партию, я ему всю переделала. Не меняя ни гармонию, ни образа. Я переделала. А он настолько проникся ко мне, что говорит, делайте, что хотите. Я все переделала. Все, процесс налажен. Да. И Практически вы написали этот финал этого концерта. Нет, он образ создал, Нет, я просто вот эту тесситуру осаксофонила, понимаете? Вот и все. И так далее и тому подобное. Вот такие вещи я, конечно, делала. Ваша цитата. В мире академического саксофона нет сейчас гениев. Нету Ростроповичей, нет Рихтера, нет Ойстраха у нас. Почему? Нет, но я, во-первых, не так ставлю вопрос. Нет, что нет. Я пишу к вопросу. Почему нет? Ну, я не так безапелляционно. Нет. Ну, почему? Могут обидеться. Вообще-то я за то, чтобы... Вот у нас есть группа, да, у нас хорошая группа. Все же знают эту группу. Подписывайтесь, Сакс Академия Плюс Да. для всех Да, открыто. Сакс Академия ВКонтакте, да? Она для чего существует, эта группа? Для чего существует? Ну, мы там материал собираем, ля-ля-ля-ля, все мы там делаем, это замечательно. Но она еще существует для того, чтобы двигать школу, да? определять задачи, то, что мы не делаем. И, конечно, уметь рецензировать. Надо уметь, не каждый это умеет, понимаете? Вот я посмотрю, там играет, скажем, Иванов, пишет, о, гениально, о, все. Ну, это штамп, это ни о чем. Ну, это штамп, люди не умеют. Или, ой, это плохо так. Они не умеют поставить проблему. Я иногда вот пишу даже
Ну, и у меня там Ну, вы хитрости. вообще активный достаточно пользователь, причем не с одноклассниками, ну, вообще соцсетей, и не только это одноклассники для более старшего Да, да. поколения. У вас Facebook, молодежный Ну, ВКонтакте. я в Фейсбуке мало. Я, Ну, для меня ВКонтакте вы Россия активно. это все, и для меня России достаточно, чтобы еще выносить туда. Кому надо, придут. Да, Да. и мой вопрос заключается в том, ну, вы уже немножко на него ответили, что для вас социальные сети? То есть это способ поддержания контактов или это, ну, такое некое СМИ? То есть, ну, вот что для вас Ну, это социальные все, сети? вы сами ответили, это и СМИ, конечно. То, что у нас информативный, так сказать, мы любую информацию, вот сейчас я, например, дала информацию, кстати, вот могу, что в марте это с 4 по 9, будет, значит, в рамках у нас ежегодно, уже 10, даже больше лет, ежегодный фестиваль Дни саксофона в Москве, ежегодный фестиваль, с 2 концертами. Один концерт – это концерт класса саксофона, ну, студенческий концерт. А другой концерт это уже будет в зале колледжа, большой концерт, где будет гала-концерт всех учебных заведений Москвы. И привозите своих учеников, которым можно тоже и мастер-класс дать, и можно проконсультироваться, и даже можно сделать, если наберется, сделать отдельный концерт, так сказать, приезжих ваших учеников, которые прошли курс, ну, консультации получили. Вот, ну, вы сами решаете. Или можно какие-то отдельные номера запустить в этом концерте. Скажите, существует даже в академической музыке, существует много разных направлений. Современная академическая музыка, классическая музыка и так далее, и так далее. Ну, джаз, допустим, даже. Возьмем не академическая музыка, но тем не менее. И вот к нам приезжал, например, Евгений Новиков, он определился с направлением, он занимается в перспективе современной академической музыкой. Как вы считаете, музыкант, который уже закончил, допустим, академию или консерваторию и так далее, он должен определиться с направлением или он может быть универсальным, он может играть все? Хорошо. У нас свобода личности. Если это будет личность, вот куда его потянет, туда и должен он. И где еще и материальная сторона, как говорится, судьба куда потянет, тоже же имеет значение. И его, так сказать, отношение к тому или иному жанру. Но самое главное, это с точки зрения профессионализма, это дать фундаментальную школу. Школу культуры звучания, культуры ритма, культуры фразировки и так далее, и так далее. Общие позиции, они касаются любой музыки. Я понимаю, но он должен определиться или он может играть все? Один может, другой не может. Единственное, что в обучении он должен попробовать все. Все возможное. Вот для меня очень важно, когда проиграет, всегда смотрю, играл ли он, скажем, классическую музыку, там, Вивальди и так далее, играл ли он романтическую музыку, играл ли он французскую музыку, да, играл ли он современные произведения. Тот же джаз еще Но джаз не такой, вот как он, они же не могут импровизировать, это надо курс открывать, надо в рамках академического надо открывать курс импровизации. Это общая проблема. И курс импровизации может касаться и классического направления, классического жанра. Раньше же все импровизировали, да? И джазового, конечно, конечно надо. Но в этом смысле я считаю, обязательно играть сонат Денисова. Потому что, вот Денисова, почему не играет джазмен? Да потому что они не сыграют ничего. Ну, там может быть, и сыграют, да не хотят работать. А там надо поработать, мозгами-то пошевелить. Там выписана импровизация. То есть это развивает и процесс прочтения, в умении читать там совершенно нетрадиционный формат письма. И импровизация выписана, и кульминация, там все, так сказать, сферы формообразования охвачены.
Вот. Поэтому у меня практически все играют. Все играют эту А джазмены не могут, то есть им не Но это хватает и есть опыта. джаз, как вы не понимаете. Только это фундаментальное. Но это, я так понимаю, Джаз — это саксофонисты... искусство импровизации. Нет, Да. а саксофонисты, которые учатся на классическом отделении, то есть могут импровизировать, а на джазовом они же действительно учатся этому. И, ну, вы немножко сейчас Вот себе я сейчас и противоречите. сказала, что это один из недостатков, что у нас не только у саксофонистов, а почему у кларнетистов? Вот если бы открыли класс импровизации хотя бы факультативно, я думаю, что очень не только саксофонисты пошли бы, те же трубачи, те же, да тот же габоист и так далее. Это, конечно, оживило бы. Это не значит, что это сугубо, джазовое. Там у них свои, как говорится, более вольное интонирование. Там свой язык. Вот ведь джаз — это язык. Это язык. А мы сейчас говорим о фундаменте. То есть джаз не может быть фундаментом? Ну, так, если... Если прямо он сказать. туда идет, конечно, там и может быть. Но вы же слышите, как вот джазмены наши в основном играют? Слышите или нет? Да. Ну как? Вот я вам задаю. По-другому. Не, по-другому. там другой Но вас звук, удовлетворяете? Удовлетворяет это? Но У это нас не всегда есть качественно, хорошие но джазмены, есть это не хорошие. всегда, то есть это не масса. Но тем не менее есть хорошие Ну, импровизаторы, может быть, есть очень хорошие джазмены. я не говорю об импровизации, а я говорю О качестве об звука, да? об эстетической стороне. Музыка — это прежде всего эстетика. Вот прежде всего. Музыка — это удовольствие. Это удовольствие. Но можно и альтернативные вещи показывать, не только удовольствие, но все-таки это должно быть культурно. А если ты играешь с саксофоном, интонируешь плохо, ведь в джазе тоже есть интонация. И очень, вы послушайте настоящих-то джазменов, вот, американцев, они интонируют между интонацией. Не вот такой Не топорно, скажем, застывшей интонацией играет, а у них совсем другая интонация. И с подъездами, и со всеми этими делами. И академисты тоже этим пользуются на других инструментах. А мы играем вот все. Если интервал, то он прям такой, вот, знаете. Строгий. Ну, да. конечно. Ну, это надо знать, в каких... Так что я за то, чтобы... А если взять вот эту самую, как ее, консерваторию, супериор, консерваторию парижскую, там, пожалуйста, бери курс импровизации. В рамках академического, там академический саксофон, но есть импровизация. Изучает именно джазовое направление в импровизации. А другие могут направление другое изучать, классическое, как в барокко, например, тоже же импровизация. Украшения Всегда и есть к так чему далее. стремиться. У нас... Но у нас нет этого. Да. Мы сегодня... А это ваша задача. Поставьте эти вопросы. Несомненно. Да, сегодня прислали к вам видео-вопрос, и Давайте. сейчас у нас в эфире будет достаточно известный везде во всем мире Никита Зимин, ваш конечно. ученик. Ну, конечно. Добрый день, Маргарита Константиновна. Здравствуйте, дорогие ведущие. В первую очередь хочу поздравить Аркадия Пекунова и его команду с запуском замечательного проекта. Надеюсь, что в вашей передаче будут подниматься актуальные темы, задаваться острые и дискуссионные вопросы, на которые мы будем получать ответы. Желаю вам удачи и в добрый путь. Очень рад приветствовать Маргариту Константиновну. Давненько мы не виделись. Как поживаете? В настоящее время активной молодежью, как никогда ранее, проводится большое количество мероприятий международного уровня с участием мировых звезд. Это конкурсы, концерты, творческие школы, мастер-классы. Виталий Ватуля организует фестивали в Москве и Санкт-Петербурге, не говоря о замечательном проекте «Музыка за мир». Сергей Колесов проводит лесные творческие школы и международный конкурс «Пушкин Сакс». Евгений Новиков неоднократно проводил фестивали в Новосибирске. Евразийская ассоциация саксофонистов проводит творческие школы, мастер-классы и крупные фестивали. Невооруженным глазом виден скачок в развитии и результаты. Саксофонисты открыли глаза, взор которых направлен, не будем говорить, на Запад, в мир. Вопрос такой,
Считаете ли вы нынешнее время своего рода рассветом, подъемом классического саксофона в России, либо все-таки раньше было лучше? Спасибо вам и удачи. Значит, прежде всего, конечно, я расцениваю, я долго живу. Ой, хорошо, что... Для меня хорошо. Для нас И тоже, мы можем с вами я общаться. чувствую, что ко мне люди, ну, как-то с интересом относятся. Правда ведь? Конечно. Вот, но мне так кажется. Ну, не всегда у всех это получается. Но я такой человек, понимаете, который горячий человек. Я могу очень сделать, сказать резко то-то, то-то. Вот. Ну, у меня это заложено, я такой человек. Но я очень быстро отхожу. И я даже, если я чувствую, что и я не права, и тот, который тоже, по моему впечатлению, тоже нанес мне какой-то, может быть, ущерб духовный или психологический, Про Никиту. Нет, я не про, и про Никиту тоже, да. Ну, не только, не только. Я его в этом смысле как раз не хочу выделить. Ведь много же учеников было, очень много учеников. Я всем говорю, прощайте людям. Мы живем, нам разрешено прощать. Он разрешил. Мы живем один раз. Тем более мы все любим музыку, мы все принадлежим этому саксофону. И если мы объединимся, Никита, если вот ты бы не один бы работал, хотя у тебя там тоже есть команда, если бы ты не отстранялся, а взял бы в актив тоже того же Колесова, того же, ну кто у нас еще замечательный, Всё впереди. Волков Всё потрясающий, впереди. ну Шапошникова еще жива, да? Вот. И мы бы очень мудро бы обсудили бы, что нам нужно для того, чтобы было не только отдельные цветки, которые, так сказать, распространяются по всему миру и даже, так сказать, обращает на себя внимание, но и большую какую-то идею воплотили. Вот одна из идей – это оркестр. И это оркестр, надо обязательно духовой оркестр. Вот замечательный, как же его, Гусаров, ну потрясающий парень. Ну вот он создал этот... Империалис. Империал. Хорошо. Но ты же идешь по проторенной дорожке, милый. Ты создать тот же оркестр, как из духовых, из саксофона. В Европе есть такие оркестры? Ну, в Европе еще какие. Да, понятно. Но почему же Россия в этом не... Тем более, когда у нас сейчас сила, у нас есть и старшее поколение, и юное поколение, и среднее поколение, и звезды есть. У нас все есть. А это все ведь уходит. У Алексея Волкова есть оркестр. А Волков потрясающий, да. Но в учебных планах, ассоциация есть, звезды есть, а оркестр нет. А где работать, ребята? Вот вы не задали мне вопрос. Я вот этим озадачен. И это для меня большая проблема. И получается, каждый в свое гнездо. Вот яички складывает золотые, сверкает. Вот это я в том, чтобы объединиться, простить, если кто-то чего-то, и даже не считаясь и с возрастом и так далее, поговорить, что одно дело. Вы вот вспомните, как переживала французская школа, когда там тоже был разлад колоссальный. И как переживал сам Марсель Мюль, 103-летний. У него, Ровно 100 лет он прожил. 100, а не 3 года? Нет, 100, ну, 90. 100 лет, неважно. То есть это важно, но это замечательно. И он как переживал, и он говорил, объединяйтесь, все вы, Ландекс в одну сторону, Дефае в третью, и это Делянго в третью. Ну и к чему это привело-то? К хорошему, что ли? Привело к тому, что Россия, Россия им, Европе вставляет сейчас. Европе. Вот к чему привело. Понимаете? Ландекса взяли и зажали. Выдающийся музыкант, потому что он, видите ли, старый. Чего он старый? Чем он старый? Душой, телом? Чем он старый? Он может много, и он делает. Вот. Ну, и мы должны. А у нас другие условия. Мы
Понимаете? И в конкурсах во всех показывают. Но конкурсы – это только конкурсы. Нужна работа, правда? Правда ведь, да? Нужна работа, чтобы люди стремились и играли. Но сейчас есть квартеты есть, вот замечательные, 1, 2, 3. Но оркестр где? Именно надо искать. Вот, Никита, ты ищешь там и достаешь деньги. Он достает деньги. Ну, хорошо, но ты идешь по проторенной дороге, давай дальше. В конце-то концов, подъем сейчас, или он был все-таки раньше? Или все-таки сейчас расцвет? Нет, конечно, сейчас, безусловно, безусловно, но он может быть лучше. Мы очень благодарим вас за ответ. И последний вопрос. Если бы не музыка, вот кем бы вы были, чем бы вы занимались, если бы не были музыкантом? Ой, Можно я переформулирую? Мыслите ли вы свою жизнь без музыки? сейчас уже нет. А тогда, когда-то совсем давно? Я всегда задавала этот вопрос, и я так вот, еще когда маленькая была, я знаете, кем хотела стать? Моряком. Моряком или путешественником? Да. Ну так музыка же то же самое Это, путешествие. Да, это в то же общем-то. самое. Я путешествую. Репертуар-то саксофонный, он по всему миру. То есть я путешественник, только в другом, так сказать, амплуа. И я все время плаваю, да, но плавает, мое дыхание плавает, и я еще его формирую. Различные Вы корабли. еще и капитан корабля. Поэтому я все время аналогично думаю, нет. Та жизнь, которая идет, она очень интересна. Но единственное, что, конечно, наша профессия не признана. Не признана. Вот много делает Никита Гусаров, ну много делает, но все равно это нужно объединиться. Надо объединиться, чтобы пошла река и обращаться в организации. Обращаться, понимаете? Вот. Все идет вот так. Я бы, конечно, всегда задавала вопрос, а вот действительно, кем бы я стала. Но вот я бы но я за собой наблюдала, чем бы я ни занималась, вот вязанием, я начала что-то такое красиво делать, своеобразно. Там иду за грибами. За грибами иду вместе. И обязательно, вот одни идут туда, а я обязательно в другую сторону пойду. Понимаете, я уже за собой наблюдаю, что у меня есть какая-то проявилась. индивидуальность. И вот эта индивидуальность, она вот именно в этом русле, она проявилась, да. Спасибо большое, Маргарита Константиновна. Пожалуйста. Мы очень благодарим вас за встречу с нами. Надеюсь, она не последняя. Для нас это действительно большая честь. Мы очень вас благодарим, очень вас любим. Спасибо большое. И у нас от нашего проекта для вас подарок. Когда-то я написал сочинение. Это первое мое сочинение. Здесь есть ваша цитата. Вот, эти ноты, они практически всего несколько экземпляров существуют, и я дарю это сочинение вам. Ой, спасибо Вот оно. большое. Спасибо. Это для вас. Спасибо. С вами были Аркадий Пекунов, Анастасия Петровская. Спасибо вам, Маргарита Константиновна.